Что самое важное в жизни физической? Это ты проявлялся в телевизоре нам? Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, друзья! С вами канал Табу Искатели Паранормального, и это рубрика «Транскоммуникация». Мы хотели бы вам напомнить о том, что если вы не видели наш предыдущий ролик, обязательно его посмотрите. Сейчас он появится где-то вот здесь вверху, потому что серия получилась действительно очень интересная. Мы провели долгожданный эксперимент. В прошлом эксперименте у нас просто невероятные результаты получились. Покажись нам, есть ли здесь звезду. Боже мой! Мы видим четкое мужское лицо. Обязательно посмотрите, ребят. Мы вас будем ждать также на предыдущей серии. И также мы хотим поблагодарить сегодня Евгения Макарова, нашего подписчика, за наблюдательность и за то, что он в этом эксперименте заметил аж 3, по-моему, сущности, да? Да, то, что не заметили мы. На одном скриншоте что-то похоже, как будто бы ребенок в школьной форме стоит. На другом скриншоте какое-то лицо очень такое, знаете, оно не похоже на человеческое. Лицо вроде как демона, но мужского пола. Как-то так. И еще, по-моему, какой-то скриншот. Миша, спасибо Евгению Макарову за наблюдательность. Если же вы новый зритель, мы занимаемся изучением паранормального уже более 5 лет. Наш канал полностью посвящен паранормальной тематике. Мы ставим различные эксперименты у нас на канале, используем различное оборудование, используем эксперименты известных ученых, известных исследователей всего мира. Так что, если вам очень близка тема паранормального, и если вам нравится эта тема, обязательно подпишитесь на наш канал. Нам осталось совсем немножко до 200 тысяч подписчиков. И если вы подписываетесь, обязательно нажимайте на колокольчик и выбирайте все уведомления. Мы с Настей затрагивали тему в последнее время очень активно загробной жизни. То есть, что происходит с душой на том свете в первые дни, куда попадает душа, что она видит, что она чувствует, встречает ли она родственников. То есть мы затрагивали огромнейшее просто количество вопросов по поводу этого. Но мы ни разу не затрагивали вопросы, а как правильно нужно жить в нашем мире. Вот как правильно нужно жить, да, чтобы не попасть там куда-то, туда, куда лучше не попадать, там в ад, например. Вот такой серии у нас не было. Да, и сегодня будет такая вот серия. Да, мы хотим поинтересоваться у потустороннего мира, как же правильно жить нам в этом мире. Мы подготовили ряд вопросов, сегодня будем использовать также метод транскоммуникации через бесшумный метод ЭГФ. Также, друзья, вы можете, если хотите, подписаться на наши инстаграмы с Настей, в группу ВКонтакте. Кстати, обязательно подпишитесь в группу ВКонтакте, потому что совсем скоро там будет, наверное, какая-то новость интересная. Ну, вы сами поймете, какая. Да, мы кое-что готовим для вас, поэтому подписывайтесь и следите. Да, и также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте «Око ведьмы» Настину. Если вам нужен какой-то расклад или диагностика, или же обряд, то подписывайтесь, обращайтесь. Да, все ссылочки будут в описании. Следите за новостями, подписывайтесь на нас везде, потому что мы реально кое-что готовим. И уже к следующему году, уже активно, я думаю, мы кое-что будем развивать. Вы этого все очень долго ждали, и вот наконец-таки пришел такой момент, когда мы сможем это осуществить. Ладненько, друзья, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Итак, друзья, сейчас мы приступим к записи ЭГФ. Мы все подготовили. Осталось задать вопросы. Поехали. С нами могут выйти на связь из потустороннего мира?
Здесь я. Ответ. Как жить правильно, чтобы на том свете не попасть в ад? На земле? А если поточнее? Уточните, пожалуйста, свой ответ. Во снах? Что-то связанное со снами. Как жить правильно? Ну, странно. Ну ладно, давай следующий. Если человек при жизни был злой до самого ухода, осознает ли его душа то, что он неправильно поступал? Да. И что-то еще. Да, в общем, осознает душа на том свете, что она неправильно поступала в этой жизни. Если что-то, ну... Тогда второй вопрос не актуален. Нет, ну задавай. Жалеет ли дух об этом на том свете? Что двигает людьми, если они постоянно озлоблены? Что двигает людьми, если они постоянно озлоблены? Кто-то влияет на людей? Ага. А кто влияет? Я. А ты кто? Можешь представиться, кто ты? Ну-ка, подожди-ка, спроси, это тебя мы видели тогда в телевизоре? Это ты проявлялся в телевизоре нам? Нет. А в телевизоре это мой отец был? Что ждет таких людей на том свете? Имеется в виду озлобленных людей. Что ждет озлобленных людей на том свете? Вечные и что-то еще было. То есть их ждет ад, получается. Конечно. То есть в этой жизни нельзя быть озлобленным человеком, правильно? Так, ошибочно ли мнение, что мы общаемся с бесами, а не с духами? Нам просто часто пишут, что мы общаемся с бесами, что нам отвечают бесы, а не духи. Вот скажите, пожалуйста, это мнение ошибочно людей? Да, мы, был ответ. Так вы духи или кто вы?
Так вы кто? Кто нам отвечает? Духи или черти? Перед вами духи. Видите, друзья? Я надеюсь, мы правильно толкуем эти ответы. Окей. Давай следующий вопрос. Грехи людей будут взвешивать на весах правосудия на том свете? То есть судить будут всех, правильно? Что самое главное в жизни человека? Что самое важное? Что самое важное в жизни физической? Любовь, по-моему, был ответ. Так, окей. Как мы должны жить, чтобы на том свете мы стали просветленными? Вы знаете, как мы должны жить, чтобы на том свете стать просветленными? Ну, я, в принципе, знаю о том, что все люди, которые живут в физическом мире, вот все мы проходим такое большое испытание. И за счет этого мы там будем продвигаться. Что нельзя делать в физическом мире? Люби меня. Что нельзя делать в физическом мире? Вы знаете. В общем, нужно соблюдать законы, правильно? Что есть самое высокое чувство? Это любовь ваша к нам. По-моему. Скажите еще раз. Живые вы. Скажите, пожалуйста, если человек при жизни соблюдал все правила, говорил всем, что он не грешит, и соблюдает все правила и все законы, но за глаза или как-то наедине он озлобленно и плохо относился, например, к близким людям, что ждет такого человека на том свете? Что ему ожидать, если он двуличный, например? Нам очень важно знать. Ты живи правильно. Ну, это он имеет в виду, он не мне это говорит, а вот он как ответ к таким людям. Ты живи правильно. Ну да, то есть если ты соблюдаешь какие-то то есть если ты соблюдаешь какие-то правила или там, как ты сказал? Законы, правила, и да. То есть я такой правильный, а за глаза ты В общем, относишься... если говорить коротко, то нужно соответствовать и правилам, и в жизни тоже. Да, вот ты живи правильно, ответ был.
Вот, то есть нужно, если ты соблюдаешь все законы, ну, Божьи законы, законы нравственности и прочее, не нужно быть двуличным человеком. Нужно соответствовать всегда тому, как ты себя позиционируешь. Ну, я считаю, что на это очевидный ответ просто. Так, дальше. Можно ли злиться и обижаться на родственников? Вот. Ответьте нам, пожалуйста, по этому поводу. Не нужно. Не нужно. Вот такой ответ был. То есть к родственникам нужно относиться с любовью и пониманием, правильно? Я уверен. Почему мы задаем такой вопрос, друзья? Потому что я думаю, что многие, и даже кто-то из вас сталкивался с таким. Да, Вот. то есть это жизненная ситуация, которая, в принципе, может случиться с любым человеком. Да. Так, ну хорошо, дальше. Так, Есть вот такой вопрос. Человек живет по законам Божьим, но плохо относится к родственникам. Насколько неправильно он поступает? Ну, в принципе, мы ответ получили уже на такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли так поступать? Тут плачут. Скажите еще раз. Можно ли так поступать? грешно? Да, по-моему, Грешно. Ответ был. грешно. Для того, чтобы спастись в следующей жизни, нужно любить и поддерживать друг друга в этом физическом мире, правильно? Да. Да. Вы можете нам представиться, с кем мы общаемся сейчас? Как к нам относятся на том свете? Да, лично к нам. Классно. Ответьте еще раз. Скажите, как вы к нам с Настей относитесь? Вы? Несколько месяцев назад ушел из жизни наш очень хороший друг в молодом возрасте. Для меня очень важно задать несколько вопросов по поводу него. Я сейчас мысленно о нем подумаю. Я думаю, вы поймете, и вы поймете 100%, потому что я знаю, что даже мысль о ком-либо, она донесет информацию. Он мне очень часто снится и дает какие-то знаки. Сны очень странные. Вы можете сказать, к чему он снится мне? Я сейчас услышал карканье воронов. Серьезно? Ну или птицы какой-то. А потом был ответ. Андрей? Я тоже услышала имя. Или Не-не, имя было, по-моему. скажите, где он сейчас? Его душа спасена?
Вы ему поможете? Мы с ним тут гуляем. Спасибо вам. Спасибо вам за общение, мы вас отпускаем. Ушел, по-моему. Что, друзья, если вам понравилась данная серия, и если вы досмотрели до этого момента, огромнейшее вам спасибо. Я думаю, что вы остались довольны ответами, довольны результатом АГФ. И мы также ждем вас во всех соцсетях. Подписывайтесь на нас. И да, забыл ли напомнить про Настин ТикТок. Тоже обязательно подписывайтесь. Всех везде ждем. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки и делиться нашими роликами. Всем пока. Увидимся. До новых встреч.